с 4 по 7 апреля в выставочном павильоне в Манхэттене на 36-м пирсе прошла выставка Art Expo 2024. Художники со всего мира демонстрируют свои захватывающие оригинальные произведения. Здесь есть все на любой вкус и бюджет. В этом году более 250 выставок современных художников и галерей было представлено на этой выставке. Сегодня мы поговорим с художниками, авторами разных работ и узнаем, какие идеи они закладывают в свои произведения. Я сделаю небольшой обзор работ и интервью с участниками выставки. Художник Джо Стублик из пригорода Нью-Йорка Лонг-Айленда. Он работает совместно со стеклодувом Джо Пекораро, который делает эти стеклянные панно вручную. Джо Стублик подробно рассказал свой метод изготовления инсталляций, внутри которых есть отверстия с подсветкой. Также он декорирует и другие предметы, например, скейтборды. Девиз творчества художницы из Майами Кристины Фосс «Творим искусство, делайте движение». Кристина умеет рисковать. Она верит, что риск – это необходимый ингредиент в рецепте успеха. Пол Виктор – автор всех этих работ из серии под названием «Искусство денег». Мне он сказал: «Я надеюсь, что это вызовет улыбку на вашем лице, и вы положите немного денег в мой карман». Но, к сожалению, деньги у меня все на карточке, и он подарил мне 100. Cash is king. Художник из Вирджинии, работающий в Новом Орлеане, Обри Магуайр. Серия его картин называется «Более глубокая красота». Сделана распылителем с аэрозольной краской. Если внимательно посмотреть на фон, заглянуть за пределы поверхностного уровня, то можно увидеть более глубокую красоту. Вай Чинг Шрегер из Гонконга пишет картины с 2017 года. Она создала свой собственный неповторимый стиль. Вай Чинг считает, что художники – это будущие лидеры, поскольку они творческие умы. Она уверена в том, чтобы быть художником, нужно познать себя и иметь достоинство. Интерьер выставки разделен боксами различной величины, где выставлены работы художников. Правильное освещение фокусирует наш взгляд на картинах, выполненных в разных техниках. Вот, например, холст художника Куин Хоп Паркер. Называется «Кирпичи в масках», где мы видим смешанную технику. Искусство канадской художницы Джулии Босвелл наполнено движением и красотой. Ее работы дают энергию и вызывают положительные эмоции. Эти картины выражают заразительный ритм музыки. Цветовая гамма яркая, как цветомузыка на дискотеке. С помощью шурупов и акриловой краски художник Пи Джей создал свою необычную картину «Время пончиков» за $11 тысяч. Эванжелина Анг
Работает в смешанной технике. Это представление жизни, как вы можете ее видеть. Приблизившись к картине, видим замысловатость цветов и различные типы окраски и текстуры. Это как наша жизнь. По мере взросления она усложняется и приобретает различные оттенки. Дуэт из Монреаля «Солоной», состоящий из двух чрезвычайно талантливых художников – Эмиль Видмар и Паскаль Вайянкур. Они оделись в костюмы арестантов и скрепили себя наручниками. Конечно же, это привлекает внимание посетителей. На картине изображен один и тот же человек. Каждый из этих художников видит его по-своему. Изображать этих милых животных художница из Японии Сачи Ясина стало уже давно. Известно, что японские козы едят бумагу и мусор. И Сачи хотела бы, чтобы все козы в мире ели бумагу и мусор, чтобы сделать нашу планету красивым и чистым местом для жизни. Hi, my name is Ryan Taylor. Райан Тейлор посвятил свою работу трагически погибшему рэперу из Лос-Анджелеса Нипси Хаслу. Рэпер был для своего города буквально ангелом-хранителем. Он пытался своими силами улучшить жизнь района, финансировал проекты для молодежи, строил развивающие центры, ремонтировал спортивные площадки. В общем, делал очень много для улучшения качества жизни жителей города. Художник создал свою инсталляцию из металла, отдавая дань благодарности певцу-меценату. Повар предлагает свежеприготовленные японские суши. Художница из Японии Чие Огура показывает не только прекрасные природные сюжеты, но и абстрактные работы. Чие очень реалистично изображает драконов. В японской мифологии дракон выступает как защитник Будд и даритель счастья и богатства. А сейчас мы увидим настоящую японскую чайную церемонию. В средние века в Японии одной из форм медитации у монахов-буддистов была чайная церемония. Она называлась садо, путь чая или искусство чая. В основе этой церемонии 4 основных принципа – гармония, почтительность, чистота и тишина и покой. Самая важная часть церемонии – приготовление и питье густого порошкового зеленого чая – маття. Весь процесс проходит в полном молчании. Сначала проводится символическое очищение всей утвари. Порошковый зеленый чай засыпается в тяван. Туда заливается небольшое количество кипятка. И с поклоном Чие Огура подает своей гости тяван с приготовленным чаем. Hello, my name is Ruben Dario. Рубен Дарио из Нью-Йорка в своих работах попытался создать вид сверху на знаменитые небоскребы Манхэттена. Но в то же время серия этих картин основана на том, чтобы придать ей человеческие черты, то есть кто мы в своей основе, как человеческие существа. Ваше впечатление о работах, представленных на выставке? Мы только что пришли сюда, но впечатление самое удивительное, самое классное. Очень много художников, которые зацепили. Есть такие немножко disturbing, но вот они вызывают эмоции. Мне нравится, когда искусство вызывает эмоции. Есть такое достаточно традиционное искусство, приятное глазу, вот повесить в спальню. Мы, может быть, даже приобретем что-то сегодня. Посмотрим. Hi, my name is Anshu Malhotra. Аншу Мальхутра родом из Индии, но последние несколько лет живет в Нью-Йорке. Ее работы с абстрактными текстурами направлены на то, чтобы поощрять разговоры о психическом здоровье и помогать людям больше говорить об этом. Это не табу в свободном обществе. Работы Аншу должны побудить людей просить о помощи, потому что
что это первый, но самый важный шаг выхода из депрессии. That's all my art with the textures. Thank you. Картины, которые вы сейчас видите, выполнены ногами. Да-да, не удивляйтесь. Это художница Дженнифер Джонс. Вот ее пуанты, которыми она пишет, или лучше сказать, танцует свои воздушные произведения. Добрый день, меня зовут Александр. Я представляю на этой выставке Art Expo New York свои работы, которые сделаны из поваленных дубов, в основном из дубов, которым 200-300 лет. Да-да, вы не ослышались, именно такой возраст деревьев, которые я стараюсь найти в лесу. Для тех людей, кто в это может не поверить, были сделаны лабораторные исследования, что подтверждается сертификатом о возрасте и о состоянии этого дерева. Работы сделаны из разных частей дуба, те, которые сохранились, те, которые еще пригодны для того, чтобы можно было их механически обрабатывать. Я приглашаю вас посмотреть мои работы на моем стенде. Спасибо. Hello, Svetlana. This is Robert Oldergarden from Роберт Олдергорден, художник по стеклу из Швеции. Он впервые привез свои работы в Штаты, чтобы показать американцам. Роберт 37 лет занимается любимым делом. Каждое его произведение – это уникальная вещь в одном экземпляре. Ему очень понравилось в Америке, и он приедет сюда обязательно в следующем году. Янино де Мартино. Поразительно разносторонняя художница. Ее произведения представляют собой гармоничную смесь живописи и скульптуры. Она использует в своих работах все, что только можно использовать, включая в работу смолы. Вот такую оригинальную штучку подарила мне эта художница. Меня зовут Николай, фамилия Петров, я художник из Торонто. Я работаю в абстрактном стиле, продолжаю традиции русского авангарда. И если вы посмотрите на мои работы, вы увидите, что в них соединены мечты о светлом будущем через арт, языком искусства. Я стараюсь призвать человечество к более высоким идеям, чем чистому потреблению и фану. Поэтому в моих работах вы увидите космические темы, технические темы. При этом я всегда руководствуюсь соображениями эстетики, художественных традиций, именно русского и итальянского авангарда. Спасибо. My name is Nicholas Meskhishvili. I'm artist. Николас Месхишвили, грузинский художник. Он посвящает себя изучению новых форм изобразительного искусства. Его работы наполнены глубокими философскими аспектами человеческого взаимодействия и выразительных качеств стилей рисования. Если сказать простыми словами, он стремится в своих работах показать нашу жизнь в ее многообразии и метаморфозах. Что вы думаете о этой выставке? Но я считаю, что это совершенно потрясающая выставка, такое разнообразие стилей, работ и потрясающих художников. В большинстве своем неизвестных, насколько я понимаю. Но вот то, что это дает другим людям и другим художникам, которые не выставляются и просто пришли посмотреть, это тоже, это просто буст какой-то для фантазий и дальнейшего творчества. Меня зовут Виталий Рахман, я художник из Филадельфии. По своему образованию и опыту работы я художник и индустриал дизайнер. Делал выставки для музеев и для промышленных корпораций. Пишу очень давно, использую свой опыт как в дизайне, так и в живописи. Здесь представлены два вида моих работ. Одни чисто экспериментальные наверху и микс-медиа внизу. И с удовольствием вам расскажу больше о искусстве, если хотите, продам, потому что художники живут за счет того, что они продают свое искусство тем, кому оно нравится. Спасибо большое. Как вам такая идея для фото?
Руприт Каур, художница из Индии. Эта картина называется «Ветви любви и единения». Большое дерево представляет родителя, а маленькое символизирует ребенка. Родители передают ему свою мудрость и опыт, всегда стоя за своего ребенка. Они любят и защищают его, несмотря ни на что. Это символизирует безусловную любовь, которую они испытывают друг к другу. Красная птица, северный кардинал, приносит удачу и новое начало. Дэн Мэтьюс рассказал о том, что во Флориде существует убежище, где содержится более 200 обезьян, выживших в исследовательских лабораториях. Около 20 из них рисуют. Хоакин Феникс и Руни Мара занимаются с этими животными художниками. Собирая коллекцию, они подбирали основные цвета для написания этих картин, которые создали шимпанзе. Все деньги, собранные от продажи картин, пойдут на содержание приюта для этих животных. Меня зовут Весна Лонгтон, я живу в Америке, и я художник, который работает в 3D. Я делаю 3D paintings, я делаю скульптуру, которая имеет в себе прозрачность и плотность. Я использую цвет в скульптуре. Также я работаю со стеклом, использую слои стекла и рисую на разных слоях стекла, а потом собираю в одну общую картину. И то же самое я делаю с эпоксидной резиной, рисую на слоях, заливаю и потом снова рисую, и таким образом создается объемная картина. Джеймс Виннутти, фотограф и столяр из Нью-Йорка. Его серия называется «Живые рамки». Он вырезает уникальные рамы для своих фотографий. Каждая имеет свой неповторимый дизайн. Она как бы раздвигает горизонты фотографии, расширяя и дополняя ее. Микроискусство Хасана Калле завораживает. Это один из самых известных художников Турции. Свои миниатюры он рисует на обычных вещах. Конфеты, зерно, печенье, чайный пакетик, крылья бабочки, флешка. Калле пытается интерпретировать миниатюрное искусство современным взглядом. Он говорит, то, что мы обычно видим, может превратиться во что-то невидимое. Флаг какой страны изображен на зернышке кунжута? Привет, меня зовут Юля Шатерник, я художник. Очень люблю рисовать цветы. Это была моя последняя коллекция, называется Bright Future. Очень хочется порадовать людей, чтобы наслаждались, получали хорошее настроение и побольше позитива. Добрий день, мене звати Ніна Бурневич. Я приїхала з Києва. Зараз знаходжусь на Арт-Експо в Нью-Йорку і представляю колекцію Юрія Куліковича. Це 5 авторів, 5 митців з міста Дніпро з України. Ми зараз знаходимося на ярмарці, представляємо 25 картин, які дуже форматні, дуже яскраво написані в техніці сучасного експресіонізму. І сподіваємось на успіх після цієї ярмарки і на те, що ці кошти підуть на лікування наших воїнів, наших бійців. Цим лікуванням займається клініка лікаря Куліковича. В творчестве художницы госпожи Беллы Хуан Ямбо пересекается искусство и мода. На выставке ярмарки художница просто очаровала своей изысканной коллекцией расписанных вручную шарфов, шалей, сумок. Ее живопись, как вы можете видеть, богата яркой палитрой. Она расписывала шелковые шарфы, сумки. Она хочет, чтобы эти изделия стали трендом.
Также здесь представлены ее картины. Она создает абстрактные современные композиции. Модели украсили подиум Art Expo Нью-Йорк уникальным показом мод. Ольга Костина сказала, что она восхищена талантом художницы, которая создает просто уникальные вещи. И об этой замечательной леди должен знать мир. Мне очень понравилась эта выставка. Я постаралась показать как можно больше. Надеюсь вернуться сюда в следующем году. До новых встреч! Жду от вас комментариев и лайков.